Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good. Добрый день, друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Мы находимся в Испании. Сегодня я познакомлю с своим другом Владленом Остапцевым. Владлен – чемпион мира по пауэрлифтингу, многократный чемпион. И мы зададим несколько интересующих, в том числе и вас, вопросов, которые вы пишете под видео. Сейчас не забудьте поставить лайк, подписаться, колокольчик, все как обычно. Владлен, привет! Добрый день! Всем привет! Владлен, расскажи, откуда ты родом, как ты попал в Испанию, где живешь и где родился? Краткая биография. Родился я в Эстонии в 1965 году. Прожил я в Эстонии 23 года. И по достижению 24 лет я переехал жить на постоянное место жительства в Финляндии. До сих пор так и проживаю в Финляндии. У меня есть корни по материнской линии. С Испанией я начал знакомиться с 2002 года, с Балиарских островов, потом Коста-де-Соль, и с 2008 года начал изучать этот регион. Чемпион мира. Сколькикратный ты? Многократный это сколько? Вы знаете, никогда не подсчитывал 5-6 раз. И судить чемпион мира, значит, по годам. И также в один год я мог быть чемпионом мира в многих номинациях. Потому что даже последние соревнования, которые я выступал в Финляндии, я был чемпионом мира отдельно по жиму лёдыжа, отдельно по становой тяге, отдельно пауэрлифтинг был в двух номинациях с бинтами, без бинтов. То, можно сказать, я был чемпионом мира, значит, этого года общее, и также четырехкратный чемпион мира по разным номинациям. А на чемпионате мира автоматически устанавливается рекорд мира, и автоматически он становится рекордом Европы, так как я житель Европы, и национальный, значит, рекорд также. Это, значит, рекорд Финляндии. Поэтому мне тяжело судить, но по грубым подсчетам всех рекордов установлено где-то, может, порядка 200. Но единственное, если более так утрированно сказать, я держу рекорды с 2012 года, установленные в Португалии, которые не побиты за 11 лет. И вот установленные в 2019 году также принадлежат мне. Какие-то рекорды мои были побиты. Это есть спорт. Мы должны бить чьи-то, кто-то бьет нас. И следующие, надеюсь, вот сейчас весной уже национальные соревнования будут в двух федерациях. Меня уже не интересует одна федерация. Хочется, как это в боксе, практически в ММА практикуется, быть чемпионом в 2-3 федерациях. Поэтому не буду выезжать в этом году за границу, поскольку есть возможность непосредственно устанавливать мировые рекорды в национальных чемпионатах. Это проще, это дешевле и все-таки родные стены. И, наверное, это продлится еще 2 года, потому что следующие крупные чемпионаты Европы будут проходить также в Финляндии. Но надеюсь, что когда-нибудь, может быть, проведет Испания, тогда я с удовольствием, независимо от обстоятельств, с удовольствием сюда приеду. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be... Сколько времени ты занимаешься вообще в спорте и с какого возраста ты начал? Значит, в спорте я всю жизнь. Будем говорить так, сколько я себя помню, с 5 лет. Это, конечно, было, как у всех мальчишек, наверное, футбол, бег и все остальное. Более профессиональным спортом я уже занялся, если действительно говорить профессиональный спорт, который уже давал титулы чемпионства от национального, а не просто выступления на соревнованиях, то это, будем говорить, 87 год. Значит, на сегодняшний день у меня 36 лет выступлений. Солидный. Вот. Спорт. Я должен был заниматься спортом, поскольку
получилось так, что я родился очень маленьким и хилым. Как сказала моя мама, если бы не я, ты бы просто не выжил. И, наверное, было предопределено, что спорт все-таки дал мне путевку в жизнь и по здоровью, и по остальным качествам. Вот. Если говорить более утрированно про мое детство, наверное, сейчас всплывает такой момент. У меня не было аппетита, я практически, наверное, до 11 лет вообще не ел. И в 5 лет я, значит, на втором этаже, мы жили в многоэтажном доме, я развел мышей, поскольку еду прятал за ведром, под ванной, в разных углах. Но, с другой стороны, ничего плохого в этом нету, зато родители узнали жизнь и повадки грызунов. Влад, еще тогда вопрос. Смотри, вот у тебя сейчас какие планы в твоей карьере? Ты планируешь сейчас каким-то соревнованием? Да, у меня одни соревнования в конце апреля и другие в начале мая. Это национальные соревнования, но там не стоит вопрос о каком-то результате в национальных соревнованиях. Там стоит вопрос именно на этих соревнованиях установления мировых рекордов. Поскольку я считаюсь номер один все-таки в Финляндии на протяжении, я не знаю, скольких лет, в мире обстановка может меняться, поэтому хочется и там удержаться номером один, каковым я являюсь на сегодняшний день. Вот в твоем весе, в твоей категории и так далее и тому подобное, с какими спортсменами ты сейчас соревнуешься? Ну вот там Америка, Россия, Финляндия. Да, значит, я соревнуюсь в категории 75, у меня была борьба с американцами. Сейчас рекорды принадлежат мне. И если я останусь в этой категории, соответственно, я буду бить свои мировые рекорды. И, возможно, если мне удастся поднять категорию до 82, тогда я уже буду переходить в другую федерацию, ну, непосредственно параллельно участвовать в ней. И там рекорды своего соотечественника Финна буду пытаться побить. Но это будет, я думаю, прикольная заруба в том, что мы встретимся непосредственно на чемпионате Финляндии, и каждый будет пытаться выиграть друг у друга, несмотря на то, что автоматически мы будем устанавливать рекорды мира. Да. From the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Вы стремитесь к силе, в любой момент реально почувствуйте удовлетворение, сколько я поднял, и в конце тренировки, ё-моё, у меня там что-то растет, что-то есть. Это самое главное. Поэтому не будем говорить чистый пауэрлифтинг, не будем говорить чистый бодибилдинг. Все воедино. Ты бы мог открыть школу? Или заниматься, или тренировать кого-то, или там в виде спортшколы, или спортзала. Ты не думал об этом? Потому что я к чему хочу сказать, что человек, который имеет такой опыт, и мы вот позанимались с тобой, мы прекрасно представляем, что у тебя твой опыт, он бесценен, реально. И просто не поделиться этим опытом с кем-то, я считаю, что это будет большая ошибка. Ты не думал об этом? Да, думал. И сейчас, поскольку у меня есть основная работа, я много лет занимался бизнесом, бизнес продан, но я непосредственно работаю автомалером. И вечером я провожу тренировки для людей, которые заинтересованы в поднятии своей физической формы и, возможно, выступлении в будущем. И независимо, будет это в Испании, Финляндии или в какой-то любой стране, я всегда рад, потому что, будем говорить так, я мечтал об этом,
И надо, наверное, осуществлять эту мечту, стать уже действительно тренером, отдавать свой опыт, поскольку моя спортивная карьера не вечная, и вполне возможно, я через 2-3 года закруглюсь. Хотел бы ты жить в Испании, тренироваться в Испании, школу открыть в Испании? Ну, вот в таком плане. Да, да. Хотел Было бы интересно? Было бы интересно, но, как ты понимаешь, для этого очень много есть преград на сегодняшний день. Переезд не простая штука, во-первых. Пауэрлифтинг еще не популярный, это есть минус. Но в то же время я буду один из первых, может быть, в этом регионе, который профессионально сможет преподавать пауэрлифтинг. Так что я думаю, здесь просто нужно стремление и какое-то, может быть, везение в том, чтобы организовать спорт пауэрлифтинга именно на другой уровень в этом регионе. Уважаемые зрители, прежде всего запомните, спортсменом не каждый должен быть, но в зал ходить обязан. И с моей помощью вы реализуете свои мысли в реальность. At a time is how you operate a cadence, a flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life. Помимо тяжелой атлетики, каким спортом ты еще занимаешься и есть ли у тебя какие-то там достижения? На сегодняшний день в основном упор идет в пауэрлифтинг, тренерская работа. Занимаюсь для себя, для интереса настольным теннисом и надеюсь, что в следующем сезоне уже буду принимать участие в каком-то дивизионе. По настольному теннису? По настольному теннису. Было много видов спорта. Занимался в детстве и футболом, и хоккеем, баскетболом, дзюдо. Дзюдо даже выступал, были травмы, операции, карате. Можно сказать, 10 видов спорта я точно прошел на таком уровне, в которых уже принимал участие непосредственно в соревнованиях. Но профессионально могу назвать, наверное, только один вид спорта – это пауэрлифтинг. А почему ты выбрал именно пауэрлифтинг? Потому что я был маленький и хилый, как я сказал. Есть возможность преодолеть себя? Или... Да, мне нужно было как-то все-таки… Вообще, моя генетика предрасположена к игровым видам спорта. Но давайте будем говорить так, когда юноша пришел с армии, весит 56 килограмм, нужно как-то было защищать себя, девушку, ну и вообще чувствовать себя уверенным мужчиной, я подался все-таки в пауэрлифтинг. И этому способствовало мое рабочее место, поскольку на втором этаже был для этого сделан зал. Руками ребята сделали, все сварщики были, поэтому несложно было сделать, тренажеры, штанги. И оттуда потихоньку начался мой путь. Он, конечно, прекращался в связи с созданием своего бизнеса, семейных обстоятельств, но он не закончится, наверное, никогда. Он имел какие-то периоды моего отсутствия, но вот возвращение мое было буквально в 2010 году, и уже с более другими намерениями, мыслями я вышел на другой уровень. Потому что, будем говорить, в молодости допускал очень много ошибок. И в режиме, и в питании, и во всем остальном. Расскажи, какие вообще отличия спортивных залов, вот то, что ты видишь здесь в Испании, и то, что ты занимаешься у себя в Финляндии? Есть какие-то, ну, вообще по качеству, по уровню и так далее? Да, есть. Ну, сперва сделаем такое определение, что все-таки на земле залы лучше, чем на островах Испании. На Канарских островах залы – это просто-напросто люди, наверное, моего возраста знают, что такое а-ля 80-е подвалы. Это примерно такой уровень. Здесь залы лучше, но они отличаются от финских. С чем отличаются? По уровню жизни я считаю, что залы здесь дорогие, потому что ценовая политика здесь такая же или даже залы выше, но оборудованы хуже. Не знаю, в связи с чем это связано, тяжело мне сказать. Может быть, просто-напросто людям не нужен такой уровень. Хотя я вижу смысл развития здесь, поскольку население все-таки Испании превышает население Финляндии. И здесь занимаешься людей много. И как мы обратили внимание вечером, просто нету места. В отличие от Финляндии, конечно, как у нас на большой территории 5 миллионов населения людей, так и в залах всегда все свободно. Может быть, вот эта свобода, пространство визуально делает, что залы лучше оборудованы. Ну, это лично мое мнение.
Есть какие-то отличия в питании спортсменам в Финляндии и в Испании? Но будем учитывать то, что Испания одна из тех стран, которая мне нравится именно по питанию, я не вижу больших различий. Отсутствие, допустим, хорошей гречки или овсянки, это не ставит знак вопроса в моем питании. Это я могу взять с собой. И я считаю, в целом, даже может быть, питание в Испании более разнообразное. И каких-то радикальных отличий нету вообще, учитывая, что Испания – это одна из южных стран нашей Европы, а Финляндия – одна из самых северных точек. Вообще никакой разницы нету. Нету никакого дискомфорта или еще что-то именно по питанию. Скорее, дискомфорт может маленький быть по климатическим условиям, но никак не в питании. Поэтому я ставлю питание Испании как нельзя высоко, выше даже, чем в нашей стране. Я не говорю про ценовую политику, я говорю про качество. И тем более морепродукты и овощи и фрукты, те, которые поставляются непосредственно с Испании, они едут к нам еще зелеными. Здесь я все-таки более качественную еду получаю за обеденным столом. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Тренируюсь я 3-4 раза в неделю. 4 тренировки я делать начинаю за 4-3 месяца до соревнований. И в промежутке между соревнованиями, обычно это такой же примерно промежуток времени, я занимаюсь 3 раза в неделю. Тренировки у меня длятся от 1,5 до 2 часов. И график такой, что у меня в понедельник это грудь, бицепс. Потому что я распределил так, что люди часто делают одни и те же мышцы, толкающие или тянущие. Я с годами понял, что не то, что это неправильно, но более качественно я могу проработать, когда одна мышечная группа была толкающая, другая тянущая. Поэтому я делаю грудь, бицепс в понедельник. Среда у меня спина, только чисто спина, все мышечные группы спины. В четверг я делаю дельты и трицепс. И в субботу я делаю ноги, голень. Ну и в какой-то из этих дней, когда остается время, 1-2 раза в неделю, скорее всего это бывает у меня по субботам или четвергам, делаю еще мышцы пресса. А обманываешь как-то, меняешь там понедельник со средой или нет? Или у тебя просто уже сложилось с годами? Нет, это уже сложилось с годами, и я ничего не меняю. Только меняется программа, какие-то упражнения, количество подходов, количество повторений. Но сам этот график я не меняю. Почему? Зачем что-то менять, изобретать новое, если это работает? Когда получается какой-то стоп, или перетренированность, или какие-то другие факторы, которые влияют на мой силовой рост, тогда я пересматриваю программу. До тех пор, пока программа работает, пока мое сознание обрабатывает легко все упражнения, я не вижу смысла ничего менять. Это просто банальная трата времени, искать что-то лучше. Всегда надо останавливаться на том, что работает, потому что поиски забирают просто-напросто наше самое драгоценное время. В приоритете, особенно у молодых, это большой бицепс, потому что уже испокон веков пошло то, что покажи свою силу, значит нужно показать огромный бицепс. Кстати, это самая маленькая мышечная группа и самая слабая. Вот. Но давайте будем говорить так, если я пауэрлифтер, то бицепс на самом деле не играет важнейшую роль. Он состоит из 2 головок. Мне важнее трицепс, это толкающая мышца. Он состоит из 3 головок. В жизни, вы знаете, наверное, где-то подтянуться, да, оно имеет место быть. Но, наверное, все-таки где-то отжаться или кого-то ударить, играть будет трицепс, да? Там все-таки 3 головки. Но для молодых я скажу так, что если человек, который будет делать только бицепс, непосредственно он только начал заниматься, он у него до какого-то времени вырастет. Потом
у него не будет прогресса, потому что он исчерпал лимит, весь лимит. Я думаю, что самое рациональное будет, значит, развиваться всесторонне, все группы мышц прокачивать за неделю в недельном графике, и также бицепс, как и все остальные мышцы, делать раз в неделю, при этом не превышая 2 упражнений. С бицепсом не работает программа «Чем больше, тем лучше». К сожалению, нет. Эта программа может работать только на самые крупные мышцы нашего тела, это мышцы спины и ног. Так что, друзья, все, кто смотрит, кто интересуется занятием спорта и в том числе пауэрлифтингом, под видео будут ссылки на ресурсы Владлена, вы можете подписаться, смотреть, он регулярно выкладывает там ТикТоки, да? Я вижу полезные очень советы, которые действительно следует обратить внимание, особенно молодым спортсменам или молодым людям, которые только пришли в спорт, которые только начали заниматься. И на сегодняшний момент я вижу, вот мы когда занимаемся с Владленом в зале, Владлен очень часто нам подсказывает такие моменты, которые мы даже об этом не задумываемся. То есть мы хватаем гантелю, делаем ее неправильно, и это может привести к чему? К травмам. Травмам. Прежде всего, я всегда рассматривал, чтобы человек не получил травму. Соответственно, если не будет у него роста, это один момент. А если он получит травму, значит для него зал будет просто-напросто недосягаем. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best. Что бы ты посоветовал спортсменам Испании, которые занимаются пауэрлифтингом, ну, какие-то там дельные советы? Наверное, самый большой совет будет, каждый человек должен прежде всего себя познать, что требуется для его организма, что он хочет воплотить, что он хочет из себя слепить и сделать. Это самое главное, чтобы у человека была цель. Если не будет у человека цели, не будет никакого результата. Я не ставлю такой вот вопрос ребром, что каждый должен быть спортсменом. Нет, у меня есть просто свои слова, что спортсменом ты не должен быть, но в зал ходить обязан. Поскольку, учитывая сегодняшний век технологий компьютеризации, многие люди проводят рабочий день на 5-й точке. И тут сам Бог велел немножко сходить, подвигаться, как говорится, уравновесить, значит, наше мышление и физическую форму и силу. Это не требовалось нашим предкам, но на сегодняшний день как нельзя актуальны стали залы. Большая ошибка людей в том, что, насмотревшись кучу роликов, где каждый по-разному советует, и каждый может быть прав и не прав, не понимая то, что каждый человек – это индивидуальная личность, которой нужен подход. И этот подход будет работать непосредственно, когда я нахожусь рядом, как вы могли убедиться, либо я дистанционно человека веду, и он мне постоянно отправляет ролики о своих тренировках. Если я буду давать общие советы, как это делает все пространство на сегодняшний день интернета, банально ничего у человека не получится, поскольку он не знает еще, где правда, где неправда и что может к нему, конкретно его телу, его организму подойти. То есть наши зрители, кто захотят заниматься именно с тобой, то есть могут связаться, и, соответственно, ты сможешь с ними заниматься, ну, естественно, на возмездной основе, то есть заниматься и давать какие-то советы дельные. Да. Прежде чем какие-то будут у меня советы и программы, человек попадает просто-напросто как на прием к врачу. Я должен выслушать своего клиента, своего пациента, грубо говоря. Только после этого, потому что опрос будет настолько детальный, вплоть до его здоровья и всех вещей, которые непосредственно могут мешать занятию, и в то же время мы можем развернуть на улучшение его здоровья или какие-то физические проблемы. Были у меня люди, которым вплоть до того, что врачи полностью запрещали заниматься в зале, я это все исправлял, и когда человек проходил, значит, рентгеноскопию, спустя 3 года врач говорил: все, ваш позвоночник в норме, вы можете возвращаться к занятиям. Ну, мы это видим, на самом деле. Владлен с нами занимается уже 2-й год, и я до этого времени я не мог приседать со штангой, болели колени, не мог поднимать, делать становую тягу, болела спина. То есть сейчас это все как бы потихонечку уходит.
Еще один вопрос. Если человек приходит в зал и говорит, что у меня летний сезон плавательный, я хочу форму набрать к лету. Возможно это или это все это ерунда? Вы знаете, чуть-чуть сдвинуть возможно, но настолько, сколько человек хочет, этого не получится. То есть нужно все Нужно, же заниматься. поверьте, купить красивую вещь и скрыть – это гораздо проще. Нарисовать на своем теле что-то – это годы упорного труда. Идет сразу в продолжение вопрос о том, запомнилось какие-нибудь там завоевания мирового рекорда или какие-то соревнования? Наверное, самые памятные были мои первые соревнования, где я занял 3-е место. Такой атлет в прошлом был Георг Лурих. Он очень популярный был в Эстонии. У нас проводились соревнования. Во-первых, первые. Во-вторых, я в жизни не видел красивее медали. Даже медали чемпионата мира на сегодняшний день уступают этой медали. И, наверное, вторые были памятные соревнования. Чемпионат мира 2012 года в Португалии. Я сам даже этого не знаю, как меня там поддерживали. Супруга была рядом. И просмотрев эти ролики, я видел, как за меня болеют, как кричат, как тяжело мне все это давалось. И вот это, по-моему, да, это были первые именно в этой федерации мои мировые рекорды. И памятными почему остаются? Они до сих пор остались непобитыми. А вообще вот в Испании были какие-нибудь соревнования? Нет, к сожалению, не было. Все, что происходило, это рядом, это Франция, это 2 раза Португалия, даже 3 раза Португалия. Я жду, потому что на последних соревнованиях чемпионата мира в Португалии начали появляться атлеты из Испании. Надеюсь, что продолжится этот рост, и по мере роста, значит, количества числа атлетов из Испании вполне возможно будут проводиться соревнования. И я подозреваю, это может произойти в районе Барселоны или Аликанте. Даже так. Я, кстати, залез в интернет, посмотрел, что в Мадриде есть ассоциация пауэрлифтингов и что есть несколько школ по побережью. Вот эти вот школы, эти школы, которые тренируют, вообще как туда попасть, с чего начать? Вот я, допустим, захотел стать пауэрлифтингом, или у меня там какие-то результаты. Приехать, обратиться или просто заниматься где-то в зале и заявиться на соревнованиях? Как это происходит? Заявляться на соревнования можно в любое время, в любой форме, но я бы посоветовал прежде всего походить в школу пауэрлифтинга, если есть таковые, и хотя бы понять азы, технику, и прежде всего знать нужно, что требуют судьи на соревнованиях, правила именно ведения самих соревнований, техника, команды, это нужно все изучить. Потому что без этого, я думаю, что, во-первых, будет плачевный исход результата и возможных травм. Поэтому в любом случае, прежде чем выступать на каких-то соревнованиях по пауэрлифтингу, нужно, чтобы ты либо посещал эту школу какое-то время, либо был бы уже атлет с большим опытом. Друзья, надеюсь, эта информация, которую мы сегодня вам показали, кому-то будет полезна. У кого появились вопросы, естественно, пишите в комментариях. Переходите на ресурсы Владлена, которые, еще раз повторюсь, под видео. Мы на этом завершаем, прощаемся. И, Владлен, какие ты сможешь там пожелания дать нашим зрителям, которые собираются заниматься спортом? Но прежде всего я хотел бы посоветовать не откладывать это дело на завтра, поскольку наше дорогое время летит неумолимо. И если человек чувствует какие-то препятствия, обращайтесь напрямую мне, я помогу, поскольку я считаю себя великим мотиватором, не великим спортсменом, а действительно великим мотиватором. И с моей помощью и Божьей помощью вы это начнете раньше и воплотите свои мысли, действительно, то, что вы хотели добиться в короткий срок времени, который вы просто откладывали на завтра, на завтра, на завтра. Поверьте, даже через год вы будете себя чувствовать гораздо лучше, гораздо здоровее и скажете самому себе спасибо за то, что не откладывали, а начали именно вот сегодня или действительно завтра. Ну а что Владлен
великий мотиватор мы прочувствовали даже на сегодняшней тренировке. Действительно, сделали столько подходов, сколько и не нужно было. Мы сделали их. Вот. На этом все, друзья. Подписывайтесь, кто не подписывался. До новых встреч. Пока-пока. Счастливо. So I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.